Всем привет, дорогие друзья! Сегодня в работе зажим для купюр. Имеет 4 отделения под карточки, 2 дополнительных отделения скрытых, в которые также можно разместить карточки, либо бумажки. Ссылочка на выкройку находится в описании под этим видео. Использовал кожу питона, раньше я никогда не пользовался, а также растишку толщиной 1,5-1,7 мм под покрас. Перед вырезанием шаблона всегда проверяйте указанные в нем размеры. На коже нахожу наиболее подходящие участки и вырезаю их под шаблон. Шаблон приклеиваю к коже при помощи обычного скотча. Лицевую деталь пока что трогать не буду, потому что ее буду склеивать вместе со змеиной кожей, после чего уже буду пробивать и вырезать. Левый и правый карманчики подписаны не просто так, они имеют немножко разную высоту отверстий, поэтому сразу после пробивания и вырезания раскладываем где левые, где правые. После чего можно переходить к закруглению краев. Данную кожу перед покраской я всегда пропитываю костяным маслом от компании Fibings, для того, чтобы ее немного размягчить.
Если кто-нибудь знает хорошие аналоги данного масла, напишите, пожалуйста, в комментариях. Я оставляю масло впитываться где-то сутки. Долго подбирал цвета, думал на каком остановиться и выбрал простой классический черный цвет Toledo Super 33010. Черная спиртовая краска. Окрашиваю я в 2 слоя, причем с 2 сторон. Я заметил, что так цвет гораздо насыщеннее становится. Особенно это видно с черным цветом. После нанесения второго слоя даю подсохнуть часиков 8-10. Краска подсохла, получился черный, яркий, насыщенный цвет. Теперь можно переходить к финишной обработке. Первый слой буду наносить крем Antigua Super черного цвета. Если не хотите, чтобы потом руки были черные, как у меня, не повторяйте за мной, надевайте перчатки. Первый слой очень быстро впитывается и буквально сразу можно переходить к полировке. Для второго слоя буду использовать Natura крем. Это восковой крем от Kenda Farben. Воск, который идет в этом креме, довольно быстро подсыхает. И чтобы потом не было проблем с полировкой, наносить нужно как можно быстрее и равномернее. Данный крем оставляю впитываться минут на 10, после чего также перехожу к полировке. Обычно полировку завершаю шерстяной тряпкой. На лицевую деталь отрезаю нужный мне кусок змеиной кожи. Никогда раньше с этой кожей не работал, не знаю, посмотрим, что получится. Мое первое изделие будет. С боков обрезаю ненужные мне участки.
Размеры этих деталей идут с небольшим запасом, чтобы после склеивания можно было разместить на них шаблон и выбить. Для склеивания буду использовать клей Экосар 4155. Наношу его на две детали и склеиваю их между собой. Внутреннюю сторону всех карманчиков буду заполировать при помощи Токанол. Сейчас также обработаю верхнюю кромку на карманчиках. Первым делом прошиваю внутренние карманчики, после чего простукиваю шов, чтобы этот шов не мешал карточкам. После чего сшиваю между собой карманчики по краю, обрабатываю данный урез с одной стороны и с другой. Теперь карманчики можно отложить на некоторое время. Пока занимался карманчиками, лицевая деталь уже довольно хорошо склеилась. Можно переходить к ее пробиванию и вырезанию. После вырезания в обязательном порядке запомните, где у вас верх изделия. Теперь можно переходить к пришиванию карманчиков к лицевой части. Я в этом месте делаю еще один дополнительный стежок назад, чтобы было надежнее. И сам шов заканчиваю снизу. Карманчики пришиты, ножом удаляю неровности, которые появились на урезе, и снимаю кромку. Подкрашиваю урез при помощи той же черной краски. И остается его только заполировать. Кожа хотя имеет толщину 1,5-1,7 мм, но видно, что она довольно плотная. И даже под весом карманчиков сам зажим не складывается. Зажим я использовал длиной 75 мм, поэтому данный хлястик делался именно под него. Первые стежки нужно смотреть, чтобы иголка проходила через каждое отверстие. Шов заканчиваю так, чтобы иголка вышла в отверстие, где должен находиться зажим.
Кожу питона обрабатываю при помощи эликсира. Ну что ж, остается установить зажим, и наше изделие готово. Вот и все. Пока-пока.